Мне казалось, что я все время куда-то плыву. Что этот корабль под названием «Мое тело», «Моя плоть», моя личная история, мои победы и поражения как-то связаны. Связаны с чем-то больше, чем просто я. Я наносил на карту рифы, я чинил паруса, учился различать ветер, который дует чаще всего мне в лицо, и думал. Думал, что искусство жизни заключается в том, чтобы быть хорошим капитаном, чтобы не разбиться о рифы и чтобы доплыть до острова, на котором зарыт клад. А по пути я хотел всем доказать, что я чего-то стою, что я чего-то стою в этой жизни. Но океан, по которому я плыл, не имел никаких берегов. И его все время штормит. Но понял я это только сейчас, уже будучи взрослым. Не умом. Я это понял своим внутренним чутьем, своим нутром, так сказать. Той самой глубиной, которая никогда не штормит, в которой пребывает всегда внутренний покой. Я смотрел на людей, я смотрел на себя вчерашнего, я смотрел на окружающий мир, я смотрел на то, как я несся по волнам эмоций, словно щепка. Я смотрел на собственную жизнь и свою собственную судьбу. Я смеялся, когда ветер был попутный и надувал мои паруса. Я летел навстречу к своему счастью и верил, что вот сейчас я его догоню. Но иногда, когда на небе собирались тучи и били молнии, мне было страшно. Мне было страшно, что мачты моего корабля трещат, что сейчас меня накроет гигантская волна, и мое судно треснет, и я затону, и не смогу выплыть. И я катался. Я катался на этих вечных горках под названием «Нравится, не нравится», получил, потерял. И все это гордо называл. Это моя жизнь. Но иногда я задумывался, а где же во всей этой качке, во всех этих бурях я? Мой ум все время был привязан к каким-то вещам, и он всегда был расколот пополам. Он безостановочно жевал жвачку под названием «это хорошо, это плохо». И он жевал эту жвачку все время и удивлялся, почему нет вкуса. Когда же мне в конце концов будет сладко? Даже свое внутреннее самоосознание, самопознание, саморазвитие, даже это он умудрялся превратить в трофей. Я духовный, я познал истину, я не такой, как все, я избранный. О чем бы я ни думал, все это оказалось иллюзией. Иллюзией моего первого внимания. Потому что бы со мной ни происходило в моей жизни, религиозность, все это была просто роль. Духовная жизнь, еще одна роль. Мое материальное существование, статус, тоже просто роль. Костюмы, в которых ветер эмоций все время гонял мое пустое судно по волнам пустого океана. И вы
Вы, так же, как и я, можете быть кем угодно. Вы можете быть святым, можете быть грешником. И вот в чем правда. Океану нет до этого никакого дела. Он не делит никого, ни вас, ни меня, на добрых или злых, на хороших или плохих. Он просто есть. Безбрежный, безмолвный, непознаваемый. А истина, которую я все время искал, истина, она не на берегу. Она не на берегу, на котором мы пытаемся плыть. Она не на том острове, на котором зарыт клад. И она не на том берегу, от которого мы отплыли. Она посередине. Она там, где нет никакого ветра. Где кончаются за и против. Где ум замолкает. Потому что делить там нечего. Там пребывает только Бог. Не как старик на облаке, а как всеобъемлющая тишина. Как неподвижное зеркало глубины, которое никогда не штормит. Даже тогда, когда наверху бушует цунами. И знаете что? Знаете, что самое страшное и прекрасное одновременно? Туда нельзя никак доплыть. Потому что там плыть просто некуда. Потому что, чтобы достичь Бога при жизни, нужно перестать грести. И отказаться от всего. Отказаться от всех плодов. От всех своих собственных желаний и хотелок. И стать пустым. Потому что до тех пор, пока ваш внутренний стакан не будет пустым, вы не сможете его ничем наполнить. Никакими действиями, никакими поступками. Потому что все, что нужно, это просто служить. Служить миру, но не как благодетель, который копит очки для рая. Ну, на меня ж все время смотрит кто-то с неба. Я ж должен выслужиться. Нужно служить как река. Служить как река просто берегам. При всем при этом не замечая этого. И просто течь. Течь как поток. Просто быть тем, что ты есть. И принимать себя такой, какой ты есть. Бескорыстие. Бескорыстие – это никакой не подвиг. А это наша забытая природа. Наша истинная, настоящая природа в мире, в которой существует очень простой закон. Чтобы что-то в этой жизни получить, просто отдай. Хочешь любви? Перестань требовать. И начни сам быть любовью. Без адресата. Без ожиданий. Просто любить. Хочешь силы? Нужно перестать копить. Нужно начать тратить. Тратить себя до дна. Без остатка. В каждом жесте. В каждом слове. В каждом поступке. В каждом действии. Хочешь покоя? Нужно перестать искать тихую гавань и стать глубиной. Опуститься на дно самого себя. И там, на глубине вас, нет никакого шторма. Нет никакого цунами. И когда я это понял, я перестал быть капитаном. Потому что я это никакое не судно. Потому что я просто перестал грести против течения. Я просто доверился.
Я доверился Богу, как птичка, который не сеет, не жнет, а Бог его кормит. Потому что я это вода, я это глубина, я это безбрежный океан, который позволил себе на мгновение собраться в волну, чтобы поиграть, чтобы подняться и опуститься, чтобы поиграть в отдельность от всего того, что меня окружает. И иногда кажется, что Бог смотрит на меня с неба и говорит: ну чё, поиграл? Ну все, хватит. А волны все время то накатывают, то откатывают. Но это все не важно. Важно, что глубина внутри меня никуда не делась. Потому что она всегда была. Она всегда была внутри меня. Она есть и сейчас. То самое, что не да и не нет, а просто посередине. Где нет ни добра, ни зла, где нет никаких оценок, нет никакого суждения или осуждений, где вечно пребывает просто мой внутренний огонь, где пребываю я, где пребываешь ты, где пребывает каждый из нас, где пребывает сам Бог. Прямо сейчас, посередине, в тишине. Стоит только замолчать. На мгновение, на маленькую секундочку. И там в глубине проявится тишина. Та сладкая тишина, которую я всегда искал. Вселенная и все миры живых существ – это безбрежный океан. Человек словно утлое судно, что бежит по волнам. Люди на волнах эмоций катаются, то улыбаются, то огорчаются. Чувства, как ветер в больших парусах, приносят нам радость, приносят нам страх. Ум, что привязан к внешним вещам, всегда разделен напополам. Ни добрые поступки, ни самопознание не дадут беспокойному уму истинное понимание. Религиозность, духовная жизнь или материальное существование – все это лишь души, состояние, иллюзия первого внимания. Абсолютная истина вне добра и зла. И всегда посередине. Там, где пребывает наш Господь, там Он пребудет и ныне. Чтобы при жизни Бога достичь, отказаться придется от плодов своего труда. Бескорыстно людям и миру служить, бескорыстие – это навсегда. В жизни хоть что-то, чтобы получить, сначала нужно что-то отдать, чтобы силу, внимание свое приложить, чтобы что-то в жизни наконец-то создать.